Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу рассказать об одной из наших последних работ, причем не совсем обычной. Как правило, при выборе отопительного прибора заказчик стоит перед дилеммой – печь или камин. Понятно, что каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки. В активе камина я имею в виду полноценный отопительный камин в теплоемкой облицовке, быстрый нагрев помещения и прекрасный обзор огня через большое стекло каминной топки. Преимущество печи – большая теплоемкость и более приятное лучистое тепло, в отличие от конвекционного, греющие поверхности, а не воздух. А если попытаться совместить достоинства обоих вариантов в одном? Мы попробовали, и вот что у нас получилось. Знакомьтесь, печной камин. Как он устроен? На первый взгляд это обычный камин в облицовке из талькомагнезита, но присмотревшись видим, что здесь нет привычных вентиляционных решеток, из которых выходит горячий воздух. Почему? Да потому что внутри нет и никакой каминной топки, а есть только чугунная дверца шириной 700 мм и двухслойный корпус из талькомагнезита толщиной 130 мм. Что это дает? Через дверку получаем прекрасный обзор огня и быстрый нагрев помещения. А теплоемкость такой конструкции в 2,5 раза больше обычного камина таких же габаритов. То есть и топить печной камин придется реже. Нет конвекционного воздуха из решеток, а значит все тепло будет лучистым и нагреется поверхность камина гораздо выше. В остальном же все предельно просто. Топливник подовый, колосника нет, нет изольника. Зато имеются шансы, ножки, на которых установлен камин. Тем самым нижняя часть камина полноценно участвует в нагреве помещения. Подача воздуха на горение через жалюзи в топочной дверце и дополнительный регулируемый канал под ней. Дымооборотов как таковых нет, но имеется чугунный зуб-отбойник, удлиняющий путь дымовых газов и снижающий их температуру. В сегодняшнем камине дымоход-сэндвич выходит сверху и имеет подключение к коренному керамическому дымоходу, находящемуся за стеной в соседнем помещении. Но можно сделать выход и в тыльной части камина. Разными могут быть и габариты такого камина. У нас на сайте размещены 4 варианта. Этот самый компактный, назвали мы его, кстати, Аташе. Есть модели пошире, под дверку 800 мм и повыше. Выбор за вами, уважаемые заказчики. Подведя итог, отмечу, что первые впечатления обладателей нашего камина исключительно положительные. Как он покажет себя в дальнейшем, будем следить и вас обязательно проинформируем. На сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал, следите за новостями. С вами был Хиакинин Михаил. Всем пока.